Да, ну, здравствуйте. Давайте я еще раз представлюсь и объясню, почему мы вот тут вот так вот рассказываем. Значит, меня зовут Всеволод Пежемский, я руковожу объединением «Археологический клуб». И мы еще ведем видеоканал, посвященный, два канала. Один посвященный добровольчеству, археологии и истории, а второй туризму и путешествиям, снаряжению и методике, так сказать, туризма. И в этом году у нас такой большой проект, который называется «Правильный кемпинг». Да? То есть мы пытаемся поделиться тем опытом постоянной жизни в лесу и отдыха в лесу, хотя мы, конечно, в основном специфика своя, мы работаем, вот и вы тоже работаете в лесу, да? Но, тем не менее, мы накопили такой определенный опыт. Сразу скажу, что есть по этому поводу даже книжка в открытом доступе, которая называется «Организация палаточного лагеря», ну, правда, детского палаточного лагеря. Тогда мы еще активно работали с детским контингентом. Сейчас вот контингент у нас взрослый. Вот, и у нас уже были рассказы сделаны по разным сторонам жизни, а сегодня я хотел рассказать и вам, и нашим зрителям на YouTube о костре в палаточном лагере, в таком кемпинге, на отдыхе, да, и о том, как его можно сделать безопасно и правильно. Потому что это, на мой взгляд, очень важная тема. Начну с отступления сразу. Вот там вот у нас стоят наши палатки, слева и справа. 3 дня назад были 2 компании, и они, естественно, были пьяные, они, естественно, там передрались между собой, легли спать 2 часа ночи под громкую музыку, но главное, что они ушли спать, и с обоих сторон, я смотрю, горит по костру. То есть они легли спать, не потушив и не залив костер. Вот. При том, что там полстраны горит, да, у нас огромная проблема с лесными пожарами, а вот люди так безответственно относятся. Сразу понятно, откуда эта проблема с пожарами, да, вот от того, что такой подход для них, ну, я уж не знаю, до них это видео, скорее всего, не дойдет, но тем не менее. Смотрите, как мы предлагаем относиться вообще к вопросу костра в лесу. Вот если обратиться к праву, да, есть такой термин для автомобиля — средство повышенной опасности. То есть если человек рулит автомобилем, то он, по сути, немножко уже сразу виноват. То есть если что-то случается, то его вина серьезная, потому что он управляет такой штукой, которая может нанести серьезный вред. И вот я считаю, что костер в некотором смысле это то же самое. Да, то есть когда человек разжигает костер, он должен чувствовать ответственность, которая на него возлагается именно тогда, когда он просто зажигает костер. Вот. Если же говорить о вообще законодательных нормах, есть прямо нормы, которые ограничивают людей в разведении костров. Кстати, с точки зрения закона, костер, мангал, печка — все одно и то же. То есть здесь разницы никакой нет. Что мы знаем? У нас есть несколько режимов и несколько территорий. Если вот у нас особо охраняемая природная территория, то здесь костры разрешены только в оборудованных местах. То есть мы сейчас не будем ничего зажигать, потому что это ОПТ. Мы просто покажем. А если это не особо охраняемая природная территория, то есть, если не ошибаюсь, даже федеральный закон, который распространяется на всю территорию России, который ограничивает следующим образом. Он сначала был так. Значит, нужно было разводить не под кроной деревья, не у корней, не на торфяннике и вне еще поваленного валежника, куч валежника. То есть в таких опасных местах разводить его нельзя, а нужно в другой стороне. А сейчас добавилась одна еще интересная норма, которая поставила под вопрос все остальные, что от ближайшего лиственного дерева 50 метров, а от ближайшего хвойного 100 метров. То есть вообще по факту, если по закону в лесу разводить костер нельзя вообще никак, если мы хотим выполнять требования закона. Но сейчас это все наложилось друг на друга, поэтому как бы я думаю, что с этим будут какие-то еще изменения. Да, какой костер под кроной нельзя, потому что если нельзя вообще вот так. Потом есть еще режим противопожарный. Да, и противопожарные режимы есть 2 видов. Есть основной режим, когда просто запрещен вход в лес, и тогда не то что костер, а просто любое нахождение в лесу нельзя. И есть противопожарный режим, который сейчас действует во многих регионах просто с весны до осени, при котором нельзя разводить открытый костер в необорудованных местах. И это тоже нужно учитывать. Да? То есть такой режим не разрешает нам разводить ни костер, ни мангал ставить, ни печь, ничего. Вот. Ну и я бы хотел сказать, что эти ограничения, они осмысленны, они важны, и я уверен, что можно придумать вариант отдыха без костра.
Я понимаю, что у нас у всех сложился стереотип, нужно посидеть у костра, погреться, но если мы понимаем, что мы можем сильно рисковать, или нам, например, дадут штраф 1 000 000 и год тюрьмы, то, наверное, стоит подумать о том, что можно и обойтись. Вот. Тем более, что сейчас есть газовые плитки, есть разные другие газовые плитки, не попадают, можно готовить совершенно спокойно. Теперь, нам в нашем законе, номера, естественно, я никакие не буду сейчас приводить, это не все сходу, но ссылку на консультант потом могу прислать. Есть правила, как устраивается костер, но мы по-своему устраиваем несколько даже более безопасно, как нам кажется. И вот сейчас я попробую вам рассказать, а ребята, Андрей и Оля, они мне сейчас помогут. Прежде всего, в законе говорится о том, что нужно выбрать дерн на месте костра, и вы можете начинать, да, и обеспечить так называемую минерализованную полосу. То есть должен быть костер не в дерне, и вокруг него должна быть, грубо говоря, полоска песка, которая ограждает, собственно, дерн от самого огня. Почему это очень важно? Вот если вы посмотрите здесь, это еловый лес. Вот еловый лес – это очень пожароопасное место, даже более чем сосновый. Потому что когда плотный еловый лес, на нем образуется так называемый подзол. Это такая смесь перетлевшей хвои, там всего вот этого такого, как порох. И она может долго-долго тлеть, а потом как порох вспыхивать, давать страшные пожары. Пожар образуется не низовой, как в сосновом лесу, например, он низовой, когда он выгорает только нижняя часть, а он может гореть прям весь. Поэтому эта норма важная. Что же сейчас делают ребята? Они делают выборку дерна не на то место, где будет костер, а где-то на 30-40 сантиметров шире по кругу. Да, то есть у нас сейчас будет дерн вырублен на больший круг, чем будет костер. Зачем еще нам нужно вырубать такой вот большой кусок? Дело в том, что мы бы хотели оставлять после себя как можно меньше следов. Мы вырубили этот дерн, переложили, посидели у костра, мы потом положили этот дерн сверху, он прижился, и все, и дальше как бы... Ну, единственное, что вот почему мы там, собственно, не можем сделать такой вариант, потому что там, где вот у нас лагерь, там нет дерна, там песок. И там сразу можно, в принципе, разводить, да, потому что убрать там лишнее. Еще чуть-чуть, да. Но это не все. Сейчас мы еще... Вот. Во-первых, там, кроме того, что нужно выбрать этот дерн, еще нужно выбрать рыхлую землю, потому что она все равно смешанная вот с этим вот подзолом. Дело в том, что не столько загореться, сколько тлеть. Да, вот это вот страшно, да? Да. Смотрите, если вы выезжаете на неделю в лес, то, мне кажется, такие усилия вполне оправданы. Вот. А в большинстве случаев, когда мы организуем, например, походы, то мы пользуемся газовыми плитками и без необходимости костер вообще не зажигаем. Да, потому что это, ну, ситуация, опять же, да, большого риска. Естественно, что в период, там, когда противопожарный режим не заявлен, когда все вокруг сырое, когда, там, например, неделю шли дожди или только стоял снег, ситуация может быть более простая. Но сейчас вот, сейчас уже осталось чуть-чуть совсем, 2 кусочка, да, и рыхлое. Вот. Видите, фактически все такие корни, которые могли бы тлеть, они уже удалены. Вот, мелкие. Так, ну вот давай тогда, Андрей, немножко выбери рыхлое. Но только вы так массово, так много не надо. Вот. Точно так же, кстати, ведутся археологические раскопки. Точно так же выбирается сначала рыхлое, а потом уже идет работа. Я думаю, что
так, достаточно, просто разровняйте немножко площадку. Угу. А вот теперь самое интересное, да, то есть, что предлагает нам закон, чтобы у нас вокруг костра была минерализованная полоса. Мы же делаем минерализованную полосу вокруг костра и под костром. Да, то есть мы просыпаем песком по периферии и под костром. Да, то есть образуется такая подушка, которая не дает загореться. Не-не-не, вот здесь, вот прям просыпай по кругу, ближе. Не-не-не, прям в яму. Да, костер-то будет ближе в центре. Да, прям в яму сыпьте. Да. Прямо из ведер можно, это так долго будет. Вот. Да, вот так вот. Вот. Да. Вот, да. Вот. И дальше мы выкладываем по кругу камни, которые еще дополнительно защищают дерн от тепла. От... Но мы это все потом закопаем. И тем, кто сюда приезжает, недобросовестным людям, это не достанется. Если они не будут торчать. Нет, тут смотрите, какая история. Дело в том, что наши поездки, обычно в экспедициях, они из года в год в одно и то же место, когда раскопки, да. Поэтому для нас, например, соорудить такое место, а потом его немножко возобновлять только, это совершенно нормально. А потом можно закопать. Вот, и все. Получается, что у нас с вами вот это кострище, мы его жгем, но самый важный момент потом, да. Наступает самый важный момент, когда мы заканчиваем его топить, и нам нужно ложиться спать. Еще не уезжать домой, а просто ложиться спать. И в этот момент, ну, как вот говорят, Оля, это где там говорили про правило 3П? Лиза Алерт? Нет, добровольные лесные пожарные. Вот как говорят добровольные лесные пожарные, правило 3П. Пролил, перемешал, проверил. Да? То есть вы заливаете костер, потом перемешиваете палкой, чтобы вода ушла вглубь, туда, к песку. И после этого еще проверяете, и если что, еще раз проливаете костер. И это, я согласен, что люди с непривычки, наверное, скажут, что ты совсем сумасшедший, тебе завтра разводить костер, а ты разливаешь. Но мы не хотим, чтобы у нас был пожар. И поэтому вот мы, да, у нас традиционная история, заканчивается рабочий день, рабочая группа, обсуждение итогов дня, а потом, час ночи, нужно пойти, набрать воды, залить, перемешать и проверить. Да, то есть нужно посмотреть, есть ли угли или дым, потому что там он... Да. То есть вот вы перемешали и посмотрели. Все, если нужно, то еще. Вот, мне кажется, что это такие достаточно простые правила. Да, вот 2 человека за 15 минут это все соорудили. Вот, всегда мы это делаем. В походе мы точно так же заливаем, перемешиваем, проверяем. Естественно, что походы проходят в тех местах, где обычно есть какие-то оборудованные. И мы вот на Веремисельке мы точно так же заливали все эти кострища, когда весной проходили эту тропу. Вот. И там еще важно, что туда кладут много. Чем больше вы хотите яму, тем глубже она должна быть. Да, то есть мы здесь сделали такой типовой костер, который бы мы сделали для себя. А если нам нужно 35 человек, там нужно больше костер, и нам нужно глубже яму, потому что там большие дрова, там какие-то еще. Вот. Ну, я бы сказал, что вот это вот не нужно было сюда засыпать, потому что там может быть вот этот вот мох. Я бы закрыл просто на песок сразу дерном. Ну, ладно. Ну, это не так страшно. Да, если там есть еще вдруг какие-то угольки, то лучше дерн класть. В любом случае, пролили водой. Еще будет хорошо, знаете, что сразу положили дерн на мокрую землю, и он обратно схватился и сразу начал расти. Да. Причем, если вы хотите, можно вот этот дерн его класть на полиэтиленчик. Да, потом вы, соответственно, вы забираете, полиэтилен убираете, и там даже ничего не рассыпается, да. Это, да. Вот, ну вообще красота прям. Торт вернули назад. Друзья, продолжая тему костра, можно поговорить о
разных типах готовки на костре относительно вот кемпинга, такого отдыха на природе. И тут поговорить можно о плюсах и минусах, но самое главное, что бы я сначала хотел сказать, что это традиция. То есть, если, например, у кого-то сложилась какая-то история, да, там, например, мы готовим на рогатинах или там на таганках или на тросиках, да, то, в принципе, если вы привыкли и вам все нормально, не нужно думать, что я кому-то что-то навязываю. Да? Но при этом есть разные системы, и у них есть свои плюсы и минусы. Давайте начнем как раз с рогатин, потому что, мне кажется, рогатина и тренога – это самые древние истории, связанные с готовкой на костре, когда это, ну, вообще только зарождалось вообще во всех военных походах, во всех там выходах людей на природу, еще тогда, когда они жили там, не знаю, там, в деревнях или там даже вплоть до каменного века. Да, и такая вот традиционная готовка, которая есть сейчас и у туристов, это прежде всего рогатина. Да, то есть делать 2 рогатины, сверху кидаться перекладина. И самый главный плюс для нас, для современности, это то, что вообще-то это живые деревья. Потому что если вы поставите сухие, они быстро прогорят. И вам, соответственно, нужно резать, рубить живые деревья. А если это вообще на одну ночь костер, то это выглядит вообще проблемно. Ну и даже и не на одну. Мы с археологическим клубом долгое время тоже пользовались рогатинами. Еще там в начале 90-х, когда ставили 2 рогатины, одну рогатину, одну перекладину и в землю ее. Но потом я понял, что, во-первых, конечно, это не так правильно, а во-вторых, и небезопасно, потому что, ну, не удается нормально вкопать, вот, поэтому рогатина нет. Что касается треноги, это вот вопрос совершенно любителя. Если кому-то нравится эта тренога, она стильная. Вот. Но эта тренога может быть, например, из дерева, когда просто 3 палки связал и повесил котелок, то, наверное, это не наш выбор по тем же причинам. Вот. А во-вторых, если эта тренога, например, сборная, то, с одной стороны, это очень хорошо, вы можете повесить котелок, там специальная регулировка высоты, но за один момент вы можете вешать только 1 котел. На треногу, на рогатину вы можете вешать, ну, 2, максимум 3, но, наверное, больше всего 2 котла. Вот. Намного более интересным вариантом выступает таганок. Но таганок – это такая штука нишевая, да, то есть вот знают люди про то, что можно пользоваться таганком, пользуются. Вот. И причем сейчас, как ни странно, таганков-то, если говорить о кемпинге, да, то есть вы в машину положили, он еще бывает складной, еще бывает там легкий, компактный, вот, положили и используете, то как раз таганок, как ни странно, я видел очень мало где. Хотя во многих экспедициях, где, ну, в археологических, там таганки очень по полной используются, потому что это вот прям очень удобно. Да, то есть таганок это, ну, как правило, 4 коротких ножки, 2 длинных перекладины и несколько поперечных, которые обеспечивают, ну, устойчивость. Это ставится все прямо в костер, и туда ставятся котлы. И получается просто эффективно и удобно. Мне кажется, что таганок недооценен. Поэтому, если вам интересно разработать такую систему, удобную для себя, обратите внимание. Я сделаю кучу ссылок там каких-нибудь на разные таганки разных фирм, чтобы вы могли себе выбрать, который можно. Туда встают и котлы с плоским дном, естественным образом, но даже котлы с круглым дном и казаны тоже с некоторыми казанками, с некоторыми таганками дружат. Если особенно таганок достаточно широкий, то и казан в нем тоже может стать, хотя может качаться. Есть, естественно, отдельные плиты под казаны, да, которые специально делаются, но это уже какая-то история, которую сложно только на грузовике вывозить. Отдельной вещью, которую мы очень долгие годы используем, поскольку таганок это все-таки не наш случай, это, конечно, тросики. Но с введением новых правил тросики законодательно могут быть неприменимы. Тем не менее, мы, наверное, не сможем полностью от них отказаться, потому что, когда мы организуем такие вот стоянки, что такое тросики? Это стальной тросик, на котором прикреплены 2 мощных веревки, 2 каната буквально. Эти канаты вешаются на деревья, причем между деревьями может быть там 10-12 метров. И какую-то часть тросика, какую-то часть канаты. Канаты накинули на деревья, повесили тросики. На этом тросике находятся еще фрагменты троса, где можно, регулируя по высоте, размещать крючки.
и вешать, соответственно, 2 или 3 котла одновременно. Ну, натягивать нужно хорошо, подтягивать время от времени, но вешать котлы и готовить. Чем хорош тросик? Какой у него самый главный плюс? Он, как ни странно, безопасен. Вроде все это качается, вроде неудобно, но когда вы хотите, например, повесить котел или снять котел, вы оттягиваете сначала на тросике его в сторону от костра, не лезете в костер, чтобы его снять, как, например, в таганке, а вы оттянули его в безопасную зону и оттуда сняли. И это получается намного безопаснее, как ни странно. Если хорошо сделаны крючки, мы, кстати, собирали сами, я могу как-то поделиться, вот такой DIY-рецепт, как собрать систему на тросиках. Интересной историей является использование сетки или сетки и тросиков. Да? То есть в некоторых походах, часто в зимних, дополняют систему тросиков сеткой, которая растягивается между теми же 2 деревьями или несколькими деревьями, где и тросики, и костер разводится на сетке. То есть это, конечно, в зимнем походе, это чтобы не топить снег под ним. А летом, например, чтобы не прожигать дерн. Но, опять же, да, это все крепится к деревьям, а у нас есть ограничения по костру, там, 50 метров до лиственного, 100 до сосны, так тросики не повесить. И тем не менее, вот такая система есть. Еще один важный плюс таганка в том, что вам для того, чтобы повесить котлы, не нужны деревья. То есть, если у вас есть таганок, то вы можете его поставить в любом месте. В пустыне, в степи, в лесу, но чтобы близко деревьев не было. Тросики, несомненно, вешаются только на деревья и, соответственно, не работают, когда деревьев нет. Друзья, я призываю вас максимально ответственно относиться к разведению костра в лесу. И если есть возможность обойтись без этого, обходиться. А если нет, делать это максимально безопасно, потому что на нас с вами лежит тяжелая ответственность не зажечь все вокруг, не превратить лес в пустыню. Я очень бы хотел, чтобы таких случаев не было. Надеюсь на вашу ответственность. Желаю вам хороших походов, хорошего и комфортного отдыха на природе. До встречи в поле.